Исключительное печенье, в которое не влюбиться просто невозможно. Прям с первого укуса влюбитесь без вариантов. Я Саша. Добро пожаловать на мой канал Cooking Time, на мою кухню Cooking Time, где мы обычно готовим что-то очень вкусное и, как правило, простое. Сегодня будем печь невероятное печенье. Невероятно ароматное, невероятно вкусное, невероятно простое в приготовлении. Как всегда, следите за руками. Поехали! Сразу, чтобы не забыть, разогреваем духовку до 330 градусов Фаренгейта, 165 Цельсия. Главным секретом вкуса и аромата, такого насыщенного и вкуса, и аромата этого печенья является сливочное масло. Но не просто сливочное масло, точнее, сначала это просто сливочное масло, но мы сделаем сейчас из него коричневое масло или ореховое масло, brown butter или beurre noisette, как говорят французы. Для этого выкладываем масло в сотейник или кастрюлю. Желательно использовать сотейник или кастрюлю с толстым дном. И ставим на средний огонь. Помогая лопаткой, доводим масло до растворения. Затем даем маслу закипеть. Убавляем огонь и на небольшом огне, ничего уже активно не мешает, доводим масло до карамелизации. Появится осадок. Когда осадок начнет становиться таким золотисто-коричневым, пора снимать с огня. И сняв с плиты, лучше сразу перелить в какую-нибудь другую емкость, кружку, ну что-то жаропрочное, потому что масло горячее. И в таком виде уже дать немного подостыть. По сути, это топленое сливочное масло, доведенное до карамелизации. Благодаря этому масло обретает такой насыщенный карамельно-ореховый аромат и вкус, совершенно потрясающий, и этот насыщенный сливочно-карамельно-ореховый аромат передает выпечке. Прекрасно подходит для многих видов выпечки, как альтернатива обычному сливочному маслу. В этом процессе главное вовремя остановиться и не сжечь масло, чтобы вот эти вот частички остались именно золотисто-коричневыми, не стали черными. Иначе придется все переделать, потому что масло уже тогда будет не ореховое, а горелое. Когда масло остынет, почти до комнатной температуры, берем чашу для смешивания и переливаем масло туда со всеми вот этими карамельными частичками. Все. На всякий случай проверьте на весах, что у вас получилось необходимое количество масла. Еще один секрет вкусности этого печенья, карамельного вкуса этого печенья, это коричневый сахар. Если не найдете коричневый, можете брать белый, тоже будет вкусно. Сахар добавляем в чашу к остывшему beurre noisette сливочному маслу. Прежде чем продолжать, как всегда, небольшое напоминание о лайках. Пожалуйста, не забывайте про них. Можете оставить его в конце, если видео понравится, а можете поставить прямо сейчас авансом, ну а потом, если наоборот видео не понравится, заберете. Я бесконечно благодарен каждому из вас за вашу поддержку. Она для меня очень важна. Продолжаем. Берем миксер и сначала на небольшой скорости все это соединяем. Затем прибавляем скорость миксера до максимума и взбиваем это все в такую посветлевшую кремовую массу. С растопленным сливочным маслом понадобится терпение. Продолжаем взбивать до посветлевшей кремовой массы. Добавляем туда яйцо комнатной температуры. Достаньте из холодильника заранее или, если забыли, поместите ненадолго в теплую воду. И ванильный экстракт, чтобы сделать печенье еще ароматнее и вкуснее. И снова с помощью миксера все это перемешиваем, немного взбиваем. Готово. Берем муку, добавляем к ней разрыхлитель, немного соли и перемешиваем с помощью венчика, равномерно там все распределяя. И теперь вот эту вот муку с разрыхлителем и солью добавляем в чашу к остальным ингредиентам. На небольшой скорости миксера соединили, чтобы не осталось сухих ингредиентов. И затем уже домешиваем с помощью лопатки в однородное тесто. Такая получается густая паста. Очень вкусная, ароматная паста. И хорошо это печенье, это тесто тем, что его не нужно дополнительно охлаждать. Можно сразу выпекать. Берем противень, застилаем его бумагой для выпечки. Можете набирать просто тесто ложкой и так вот ложкой выкладывать его на противень, ничего особо не выравнивая, так печенье получится таким домашнее, уютно корявым. А можете пойти чуть дальше. Набираете ложкой, перекладываете в руку, формируете аккуратный колобок и выкладываете этот колобок на противень. Ложка, рука, колобок, противень. Работать с этим тестом очень приятно.
и вкусно. Главное туда лишний раз не заныривать, иначе на печенье ничего не останется. Можно добавить в тесто, например, шоколадные капли или орехи. Я добавлю шоколадные капли, мне кажется, что в этой конфигурации шоколад работает очень удачно. Добавляю их к оставшемуся тесту и хорошо их там распределяю, перемешиваю, чтобы все они равномерно по тесту распределились. И дальше все точно так же скатываем колобки, помещаем их на противень. Сохраняйте между печеньем расстояние, оно будет увеличиваться в духовке. Не лепите колобки слишком близко друг к другу. Чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть двумя пальцами вот так вот приплющиваем, но совсем слегка. Прям вот самую малость. Печенье и так расплывется, мы просто ему немного поможем. Зададим направление, так сказать. Ставим противень в духовку, уже разогретую до 330 градусов Фаренгейта, завис, 165 Цельсия. И выпекаем печенье 18-20 минут. Оно должно подрасплыться, должно подрумяниться, но ни в коем случае не должно подгореть. Следите. Пахнут просто потрясающе и выглядят очень аппетитно. После духовки печенье еще очень-очень нежное, и вот тут самое время, если оно получилось не идеально круглым, взять какое-нибудь кольцо и вот так вот поволтузить внутри печенья, придавая ему идеально круглую форму. Можно оставить печенье и так, это уже очень-очень вкусное печенье, а можно пойти дальше и сделать его еще вкуснее и изысканнее. Делаем в печеньях такие небольшие углубления в середине. Я использую вот такую тяжелую скалку, можно воспользоваться рюмочкой, стаканом, какой-нибудь формочкой, можно даже крышечкой от бутылки. Придерживайте печенье руками, чтобы оно не разъехалось, так как оно еще очень нежное. Когда печенье немного подостынет на противне, уже станет покрепче, перекладываем его на какую-нибудь решетку, где оно уже может полностью остывать. В качестве серединки я буду использовать карамель. Мне кажется, что она сюда идеально подойдет, и для этого мне снова нужен сотейник, небольшая кастрюля, желательно с толстым дном. Засыпаем сахар так, чтобы он распределился по дну ровным слоем. Ставим на средний огонь. Наготове держим рядом горячие сливки. Дожидаемся, когда сахар начнет плавиться. До этого не лезем туда, ни лопаткой, ни венчиком, ничем не лезем. И вот когда сахар начнет плавиться, только тогда можно помогать ему лопаткой. Доводим до полного растворения, убавляем огонь, и сейчас нужно довести его до такого янтарного карамельного цвета. Но смотрите, не сожгите, там реально один шаг. Быстро добавляем сразу все горячие сливки и венчиком или лопаткой хорошо все мешаем. Будьте аккуратны, карамель — это обжигающая горячая штука. Снимаем с огня и продолжаем мешать. И когда все там перестанет кипеть и пузыриться, карамель готова. Слегка ее остужаю, она достаточно быстро начнет загустевать. И вот этой еще горячей сливочной карамелью заполняю серединки печенья. По чайной ложке в каждое печенье. Если карамель уже сильно загустела, ее можно слегка подогреть на слабом огне. И еще вкуснее и изысканнее печенье сделают крупинки соли. Можно использовать флёр-де-сель или какую-нибудь другую морскую крупную соль. Как вариант, можно также украсить печенье поджаренными, подпеченными в духовке орехами. Фундук, например, идеально подойдет. А можно и тем, и другим. И солью, и фундуком. Здесь уже как вам больше нравится. Как вы понимаете, здесь огромный простор для ваших экспериментов. Пахнет так вкусно и так уютно. Здесь и карамель, и сливочность, и ореховость. Невозможно аппетитно и пахнет, и выглядит. Бортики видно, что хрустящие. Донышко золотистое. Вот эта серединка карамельная, блестящая. Соль на ней, орехи. Здесь столько вкусов. Ну, во-первых, оно невероятное по структуре, оно хрустящее снаружи, рассыпчатое такое, нежное такое сливочное внутри. И само по себе печенье просто невероятное. Оно какое-то прям вот карамельно-сливочно-ореховое. А еще с солью, карамелью и фундуком. Исчезает просто мгновенно. И рука автоматически тянется за следующей. Вот это я понимаю печенье. Там же еще и сюрприз внутри. Там же и шоколад. Я не успеваю вкус почувствовать, они тают во рту. И карамель сверху, и орешки. Ну вы посмотрите, какое чудо. Ну всем.
Ну, просто всем срочно надо. Надо непременно. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео, напоминаю, жду ваши лайки, пожалуйста, не забывайте про них. Комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, и приводите сюда своих друзей, близких. Чем нас здесь будет больше, тем видео с рецептами будут выходить чаще. Всем желаю всего самого хорошего, доброго, вкусного обязательно. До новой скорой встречи. Пока-пока. А что есть?